Проблема EA-агентов, которые мы создаем на сервисе N8N, заключается в том, что в них просто нет тупо доступа в интернет. Плюс, если поискать какую-то ноду, которая позволит нам подключиться к интернету, либо подключить нашего EA-агента к интернету, мы просто не найдем эту ноду. Но у нас есть как бы три варианта решения этой проблемы. Мы можем подключить три сервиса, которые как раз профессионально заточены для того, чтобы дать доступ в интернет нашему агенту. Первый сервис — это Perplexity. Я уже подробно в одном из видео показывал, как настроить Perplexity для доступа в интернет, как его подключить в качестве инструмента к нашему agentу, вот как это реализовано здесь, либо как создать HTTP request ноду, которая будет запрашивать через API доступ, запрашивать данные из интернета и переводить эти данные, соответственно, в следующие ноды. В этом же видео мы будем разбираться со вторым способом подключения либо добавления к нашему AI-агенту интернета через ChatGPT Web Search. ChatGPT Web Search, он еще недавно только появился и дает возможность использовать доступ в интернет нашим AI-агентам. Преимущество, на мой взгляд, главное преимущество в том, что мы, когда строим AI-агента и подключаем к нему, например, наш OpenAI, то есть ChatGPT, неважно какую версию, например, версию 4.1 Nano, то мы можем использовать один и тот же API-ключ как и для самой модели ChatGPT, так и для модели ChatGPT Web Search. То есть это будет один и тот же API-ключ, но, соответственно, к разным моделям. За счет этого удобство происходит в том, что вы просто пополняете свой кабинет OpenAI и тут же пополняете Web Search. То есть вам не нужно отдельно пополнять тот же Perplexity. Третий вариант есть инструмент Tawilli. Но я о нем как-нибудь в следующий раз расскажу. Значит, в этом видео мы с вами будем подключать к нашему AI-агенту интернет с помощью ChatGPT Web Search. У нас с вами есть, как всегда, два варианта. Мы можем сейчас с вами пошагово создать, не то что мы сейчас будем с вами пошагово создавать, там в принципе ничего сложного нету, создавать те самые ноды, инструменты для доступа в интернет наших AI-агентов. Либо второй вариант, вы уже можете просто скачать все эти готовые ноды, которые есть в специальном шаблоне, который называется Search. И здесь сразу же есть нода, настроенная под Perplexity, есть нода, настроенная под ChatGPT и нода, настроенная под Tawilli. То есть вам ничего разрабатывать дополнительно не нужно, вы просто скачиваете этот шаблон и дальше вы можете эти ноды добавлять куда угодно к своим AI-агентам. Мне кажется, это как бы просто. Вы просто нажимаете, грубо говоря, три кнопки Import from File и тут же добавляете этот шаблон N8N. Ну, либо сейчас вместе со мной вы проходите и обучаетесь тому, как правильно создавать подобные ноды. Все ссылки на эти шаблоны, либо все шаблоны, о которых я говорю в этом, либо в других своих видео, всегда есть под этим видео в первом закрепленном сообщении, либо в разделе с описанием. Вы переходите в бота, и бот вам подробно рассказывает, как скачать тот или иной шаблон под тем или иным видео. Мне кажется, это удобно. Либо, если даже просто себя проверить, либо подкорректировать, создать себе дополнительные ноды, либо просто дополнительно узнать какую-то информацию, вы сейчас досмотрите обязательно это видео до конца, даже если в том случае, если вы пытаетесь, хотите просто скачать себе этот шаблон. Значит, что нам необходимо сделать? Нам необходимо выбрать триггер, то есть что будет запуском для этого шаблона. Я буду использовать, демонстрировать в качестве классического триггера, триггер, в который будет приходить сообщение when chat message received, то есть когда будет приходить определенное сообщение. Следующей нодой в этом N8N пространстве рабочем у нас будет как раз нода с HTTP request, то есть это нода, которая позволяет выходить в интернет. Как ее правильно настроить? Можно здесь поковыряться самому, а можно зайти на сайт платформ openai.com и в разделе с Web Search, здесь есть в разделе Web Search, то есть через поиск ищем Web Search, найти вот такой вот JavaScript. Мы что делаем? Мы либо вот такой вот cure URL. Мы просто копируем его. То есть здесь выбираем cure URL, не JavaScript, извините, ошибся. И добавляем сюда. Нажимаем import from URL, вставляем этот скрипт, нажимаем import.
Все, нода у нас практически настроена. Здесь необходимо еще провести такие базовые настройки, но основа у нас настроена. Что здесь есть? Здесь есть верификация, авторизация, есть JSON-код, где необходимо внести определенные правки, где написана модель нашего агента, его задача, Web Search Preview. И, соответственно, входящие данные, которые будут как раз отвечать за то, что он будет искать. Что нам необходимо здесь сделать? Нам необходимо привести его в более-менее порядочный вид. Для того, чтобы не вводить всегда один и тот же API-ключ вот сюда. Мы что делаем? Мы здесь добавляем метод аутентификации. Мы выбираем второй вариант, то есть Genetic Credital Tabs. Здесь выбираем аутентификация, где идет. Она идет вот здесь, вот headers. Ищем здесь headers, вот header, аутентификация. И выбираем свой аккаунт от ChatGPT, который сюда привязан. Если у вас нет привязанного аккаунта от ChatGPT, вам необходимо нажать Create New Credital и сюда ввести следующие данные. Вот данные отсюда. Это первая авторизация. Давайте заново. Credital. Авторизация. А вторые данные это вот эти вот данные с API ключом. Мы их просто копируем. Переходим в раздел с визуальным конструктором и здесь вводим следующие параметры. Здесь нам необходимо ввести свой API-ключ. Единственная сложность, которая у вас может возникнуть при настройке этой ноды, это в том, что здесь требуется верифицированный API-ключ. Как его верифицировать? Вам необходимо зайти в свой аккаунт OpenAI платформ. Для этого вы проходите регистрацию, либо просто заходите. И здесь в основных настройках у нас есть информация о нашем аккаунте. Смотрите, у меня этот аккаунт, он не верифицирован. Для того, чтобы пройти верификацию, мне нужен первое загранпаспорт, либо водительские права, либо наш российский паспорт. Я здесь не прохожу верификацию по одной простой причине. Это мой основной аккаунт, и я не хочу, чтобы там была верификация на российский паспорт. Поэтому я создал себе дополнительный второй аккаунт и верифицировал его. Для чего необходимо верифицировать свой аккаунт? В первую очередь для того, чтобы получить доступ к расширенным API-ключам. Это позволит нам ребята с OpenAI, они пытаются бороться с тем, что китайские нейросети, либо любые другие нейросети начинают обучаться по их базам данных. Поэтому они ввели верификацию для более сложных задач, для генерации изображений, для поиска в интернете, для еще каких-то задач. И для того, чтобы получить API-ключ, который будет работать с моделями для поиска в интернете, вы проходите верификацию. Верификацию можно, как оказалось, пройти даже на российский паспорт. И процесс верификации, он, если не ошибаюсь, дается на 90 или 180 дней. После 90 или 180 дней вам придется пройти еще раз верификацию. Такие вот правила у OpenAI. Возможно, они когда-то изменятся. После того, как вы прошли верификацию, процесс верификации на российском паспорте у меня занял 14-16 часов, то есть практически сутки. После того, как я прошел верификацию, все, мне открылась генерация изображений, мне открылась возможность подключать веб-поиск, то есть большие возможности открываются. После этого вы переходите в API-ключ. И копируете этот API-ключ именно верифицированный. Вставляете его сюда, здесь обязательно должен быть пробел, и все. То есть у вас добавляется новый аккаунт, и этот аккаунт с этим аккаунтом уже можно работать для поиска в интернете. У меня такой аккаунт есть, я его просто выберу, этот аккаунт, все. А эти данные я просто отключаю, то есть они мне не нужны. Я авторизацию прохожу через вот этот раздел. То есть, либо если вы не хотите настраивать таким образом, вы просто сюда тот же самый API-ключ вставляете. Это одно и то же. То есть для того, чтобы постоянно не вводить его в разных нодах, я предпочитаю вот именно создание такого типа верификации. Хорошо. Значит, еще нам сюда необходимо ввести input, то есть те данные, которые будут приходить в нашу эту ноду. Давайте ее назовем для начала ChatGPT Web Search. Вот, она будет называться таким образом. Значит, что еще сюда можно внести? На сайте OpenAI в разделе с документами есть информация о том, какие еще данные можно внести для того, чтобы
ваш поиск в интернете был как бы в рабочем состоянии. Например, какие-то дополнительные локации, например, только определенные ключевые слова. Это все можно почитать на сайте OpenAI по разделу по запросу Web Search и донастроить, соответственно, свой поиск, свой поисковую ноду в зависимости от той документации. Я сейчас сильно погружаться в эту тему не буду, потому что здесь, в принципе, вот все эти данные здесь есть. То есть можно по определенным регионам настроить. Я вам покажу стандартную работу этой ноды. Значит, хорошо. Нода у меня создана, называется она ChatGPT Web Search. Давайте Workflow. Workflow тоже назову. Сейчас мне нужно протестировать эту ноду. Я нажимаю чат и отправляю первое сообщение. То есть я хочу протестировать. Давайте нажму Test Step для того, чтобы данные далеко не уходили. Нажимаю первое сообщение. Какое сегодня число? То есть, по такой стандартный обычный запрос для того, чтобы получить первые данные в эту ноду. Здесь мне необходимо, то есть здесь я вижу сообщение, которое пришло. Вот оно, какое сегодня число. Где это сообщение? Оно не пришло. Тест. Это тестовая отправка. Давайте нажму. Так. И отправлю полный запрос. Он отправил данные в чат GPT, но, к сожалению, там в чат GPT сейчас другой запрос, поэтому мы сейчас эти данные все подкорректируем. Через тест у меня запрос не прошел. Значит, смотрите, вот чат input. Какое сегодня число? Мне необходимо открыть этот JSON-код. И здесь сюда внести как раз это сообщение, какое сегодня число. То есть это данные, которые будут приходить динамически в зависимости от того запроса, который мы будем отправлять. Хорошо, какое сегодня число, и будет как раз вопрос, какое сегодня число именно к поиску в интернете. Можем пока не нажимать Test Step, просто сделаем следующим шагом. Это будет у нас Edit Files. Здесь мы просто подкорректируем ответ, который будет приходить от нашего ChatGPT Web Search. Значит, ответ, который будет приходить от ChatGPT Web Search. Он показывает, какие сайты он анализирует. И дальше в качестве текстового ответа он будет приходить такой вот текстовый ответ. Мы его добавляем сюда. Окей. Save. Сейчас мы можем задать нашему AI-агенту, давайте все сотрем, какое сегодня число. И он уже обращается к поисковой машине, к поисковому роботу для того, чтобы отправить нам ответ на наш вопрос. То есть таким образом подключается нода поиска в интернете. Сейчас давайте дождемся от него ответ. Вот ответ пришел. Сегодня вторник, 6 мая 2025 года. Вторник, 6 мая 2025 года. Все верно. Если бы мы задали ему вопрос без этой ноды, то он бы сказал какой-нибудь там 25 апреля 2024 года, когда у него была выгружена последняя база данных. Кроме создания ноды, для того, чтобы наш AI-агент получал только актуальную свежую информацию, чтобы он был подключен к интернету, мы можем его подключить напрямую, используя следующий запрос. То есть мы создаем, когда сообщение приходит, и сюда подключаем напрямую нашего AI-агента. То есть создаем AI-агента. В качестве промпта у него будет здесь сообщение которое приходит ему через мессенджер, то есть вот через эту ноду. Здесь обрываем ему связь. И здесь мы добавляем, соответственно, классическую модель, например, классическую модель от ChatGPT. Выберем 4,1 нано. Давайте, мне очень нравится эта модель. 4,1 нано. Окей. Значит, память не будем использовать. И дальше у нас есть несколько вариантов подключения инструментов. Первый вариант подключения инструментов — это нода HTTP Request. Она настраивается по аналогии с этой нодой. То есть мы просто берем эти данные, переносим их вот таким вот образом. То есть метод POST,
ссылка URL, размещаем ссылку URL, метод аутентификации выбираем. Кстати, в том, что преимущество в том, что мы уже создали метод аутентификации, нам просто его здесь достаточно выбрать. То есть не нужно второй раз вводить. Здесь нету import from URL, то есть нету возможности ввести напрямую через URL. Дальше нам необходимо JSON-код ввести и, соответственно, запрос, который к нему будет происходить. То есть мы настраиваем по аналогии send-body, JSON и здесь, соответственно, вот этот вот код, который скопировали с предыдущей ноды. Все, к нему приходит запрос, и он, в принципе, все понимает. То есть процесс настройки, он достаточно быстрый. Единственное, нам необходимо написать description, то есть когда он должен обращаться к этой ноде. Например, когда у тебя будет стоять задача именно поиска в интернете. Все, то есть он уже автономно, у него подключен Web Search для поиска либо ответа в интернете. Давайте здесь добавим ноду Edit Files. И здесь у него будет, соответственно, приходить к нему ответ. Ну, хотя можно даже, наверное, без этой ноды. Давайте сохраним и попробуем у него сейчас спросить, какое сегодня число. Да? Давайте, знаете, даже как это сделаем. Сначала отключим эту ноду, деактивируем и спросим, какое сегодня число. Видите, он отвечает, что сегодня 27 апреля 2024 года. То есть, когда была выгружена база данных именно для этой модели ChatGPT. Сейчас активируем эту ноду и спросим у него сейчас, какое сегодня число. Он теперь обращается к этой ноде HTTP request и дает нам информацию, что сегодня 6 мая 2025 года, вторник. Видите, какая разница во временных промежутках между этими двумя агентами. Второй способ, как мы можем подключить с помощью то есть звонка в специализированное workflow пространство, где будет доступен поиск в интернете. Мы нажимаем Call Workflow Tools, и единственное, нам необходимо создать вот здесь вот копию того, что мы здесь создавали. Давайте скопируем. И вот это вот будет, например, копия. Вот это будет оригинальная нода. Сейчас увидите, для чего я это делаю. Переведем ее сюда, а это добавим сюда. Значит, здесь нам необходимо поставить тот самый вызов, триггер, еще один, когда другое рабочее пространство будет до тебя дозваниваться. Здесь мы выбираем, какие данные мы хотим получать. Мы хотим получать, например, сообщение. Это будет message. И данные, пускай будут все данные сюда прилетать. Окей. Хорошо. И здесь мы соединяем, соответственно, с нашим веб-поиском. Эту ноду пока деактивируем. Здесь выбираем, какие данные нам необходимо и куда отправлять. Мы здесь пишем, что это ChatGPT Web Search. Description, давайте description я скачаю. Description давайте я скачаю отсюда, чтобы лишний раз его не забивать. И здесь необходимо выбрать, откуда он будет эти данные брать. Как у нас называется ChatGPT Web Search? ChatGPT Web Search. Вот. Эту таблицу пока, соответственно, она не видит и говорит, что она пока недоступна. Хорошо. Нажимаем Save. И здесь у нас есть message и все данные. Заходим еще раз, он прогружает. И вот ChatGPT input, данные, которые к нему приходят. То есть какой запрос будем отправлять в эту ноду для поиска этой информации. Все, здесь единственное, нам еще необходимо настроить, соответственно, вот эту ноду. Сейчас мы ее немножко подкорректируем, то есть запрос инпута. Сейчас при первом запуске у нас возникнет ошибка. Давайте нажмем тест workflow, кстати, можно попробовать через тест. Да, видите, вот ошибка возникла. И здесь как раз вот это вот message, он у нас отобразился, мы его прям вот отсюда так и скопируем. Вот таким образом скопируем. Это будет тот запрос, который будет отправлять наш верхний, либо главный AI-агент. Нажимаем Save. И теперь можем уже задавать запрос.
Да? Давайте сотрем всю историю чата и спросим его, какое сегодня число. Видите, он уже обратился не к HTTP request, потому что он деактивирован, а он обратился в эту ноду. И эта нода, здесь она то есть здесь не отображается этот процесс, но если мы перейдем в процесс с выполнением, то мы видим, как он обратился в эту ноду и как эта нода уже отработала. То есть вот, он обратился к этой ноде, и эта нода отработала. В эту ноду пришел запрос, какое сегодня число. И этот же запрос он вбил уже непосредственно в свой промпт, вот сюда. Он вбил, какое сегодня число, вот сюда, в запрос. Все, процесс выполнился, перешли данные нашему основному AI-агенту, и основной AI-агент уже ответил, какое сегодня число, как бы ответил за счет того, что здесь он узнал, какое сегодня число. Но я думаю, что вы меня поняли. Таким образом, мы можем подключить к нашим AI-агентам поиск в интернете. Достаточно просто вот вбить несколько вариантов в разделе инструментов, либо сделать отдельную ноду для поиска в интернете и туда ввести данные от ChatGPT Web Search. Все эти шаблоны, либо шаблоны уже с настроенными нодами, либо шаблоны, которые вы видите на моем YouTube канале, все они доступны в первом закрепленном сообщении под этим видео, либо в описании к этому видео. Я надеюсь, что это видео было вам полезно. Обязательно поставьте «Мне нравится» под этим видео. С вами был Игорь Зуевич. Поделитесь этим видео со своими друзьями. Переходите в наш телеграм-канал, подписывайтесь на YouTube канал. Пока.